Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы отправимся в путешествие по самым загадочным уголкам истории и природы. Тема нашего сегодняшнего видео – 10 загадочных событий, произошедших одновременно. Представьте себе, два или больше необъяснимых явления происходят в одно и то же время, переплетаясь в странный узор судьбы. Это не просто совпадение, это тайны, которые до сих пор будоражат умы ученых, исследователей и любителей всего необычного. Мы будем говорить о странных природных феноменах, таинственных катастрофах, исчезновениях и даже паранормальных явлениях. Я постараюсь раскрыть не только известные факты, но и малоизвестные детали, которые вы вряд ли найдете в школьных учебниках. Так что устраивайтесь поудобнее, берите чай или кофе и давайте начнем. И не забудьте поставить лайк и подписаться, если вам нравятся такие истории. Это очень помогает каналу. Начинаем с одного из самых известных загадочных событий 20 века – Тунгусского метеорита. 30 июня 1908 года в 7 часов 14 минут утра по местному времени над Сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска раздался оглушительный взрыв. Сила взрыва была эквивалентна 10-15 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Это в 1000 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрывная волна повалила деревья на площади более 2000 квадратных километров, а звук был слышен за сотни километров. Но вот что странно. Никакого кратера или обломков метеорита так и не нашли. Ученые до сих пор спорят, что это было – метеорит, комета или даже нечто более экзотическое, вроде микроскопической черной дыры. А теперь к одновременности. В ту же ночь, с 29 на 30 июня, по всей Европе и Западной России люди наблюдали необычное явление – яркие серебристые облака и странное свечение в небе. В Лондоне, например, было так светло, что можно было читать газеты без фонарей. В то время никто не связал это с Тунгуской, но позже ученые предположили, что пыль или газы от взрыва могли подняться в атмосферу и отражать солнечный свет. Однако есть малоизвестный факт. Местные эвенки рассказывали, что за несколько дней до взрыва в тайге видели огненные шары и слышали странные звуки, как будто земля гудела. Совпадение ли это? Или что-то готовило почву для этого события? Тайна остается нераскрытой. Двигаемся дальше. 1 февраля 1959 года на Северном Урале произошла трагедия, известная как инцидент на перевале Дятлова. Группа из 9 опытных туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах. Они разбили лагерь на склоне горы Халатчахль, но ночью что-то заставило их в панике разрезать палатку изнутри и бежать в мороз без одежды и обуви. Тела позже нашли в разных местах. У некоторых были сломаны ребра и черепа, но без внешних повреждений. У одной девушки отсутствовал язык, а одежда показывала следы радиации. Но вот что интересно. В ту же ночь, примерно в 300 километрах от перевала, другая группа туристов видела в небе яркие оранжевые шары, медленно движущиеся на юг. Эти наблюдения подтвердили и метеорологи из близлежащих поселков. Некоторые исследователи считают, что это могли быть испытания секретного оружия, которые случайно вызвали панику у группы Дятлова. Другие говорят о природном явлении, вроде шаровой молнии. Малоизвестная деталь. Один из участников похода, Юрий Юдин, который вернулся домой из-за болезни до трагедии, позже вспоминал, что Дятлов был одержим идеей найти что-то необычное в тех горах. Может, они наткнулись на тайну, которую не должны были видеть? 20 сентября 1977 года жители Петрозаводска в Карелии стали свидетелями невероятного зрелища. Около 4 утра в небе появилась яркая звезда, которая начала двигаться, а затем зависла над городом, превратившись в объект, похожий на медузу с лучами света. Это длилось около 10-12 минут, после чего объект улетел на северо-запад, оставив красное свечение. Окна домов в городе были испещрены странными отверстиями, будто прожженными, а очевидцы утверждали, что чувствовали тепло от лучей. И вот одновременность. В ту же ночь необычные огни видели в Финляндии, Швеции и даже в Норвегии, за 1000 километров от Петрозаводска. Советские газеты тогда писали о неопознанном атмосферном явлении, а западные СМИ сразу заговорили об НЛО.
Малоизвестная деталь. В архивах КГБ позже нашли отчеты о том, что в тот же день в районе Онежского озера зафиксировали аномальные радиосигналы. Было ли это испытание секретной технологии или нечто внеземное, ответа нет до сих пор. Круги на полях – это классика загадок. Впервые их заметили в Англии в 1970-х годах, но пик пришелся на 1980-е и 1990-е годы. Огромные геометрические узоры появлялись на полях за одну ночь, часто идеально ровные. 14 августа 1991 года в графстве Уилтшир фермеры обнаружили особенно сложный узор – спираль с треугольниками и кольцами, появившийся за ночь. Одновременно с этим жители близлежащих деревень сообщали о странных низкочастотных звуках, похожих на гул или жужжание, которые длились несколько часов. Некоторые даже видели в небе небольшие светящиеся точки. Скептики говорят, что круги – дело рук шутников с досками и веревками. Но как объяснить звуки и огни? Малоизвестный факт. В 1991 году ученые из Японии пытались изучить круги и нашли в почве следы редких изотопов, которые не могли появиться естественным путем. Это был намек на что-то большее, чем просто розыгрыш. 4 декабря 1872 года британский Бригдей Грейс обнаружил в Атлантическом океане корабль «Мария Целеста». Судно было полностью исправно, с полным запасом еды и воды, но экипаж, 10 человек, включая капитана, его жену и дочь, исчез бесследно. Вещи остались на местах, в каюте лежал открытый журнал, а последняя запись датирована 25 ноября. В тот же день, по данным метеорологических станций в Португалии и на Азорских островах, над регионом прошел необычный шторм с резкими перепадами давления и странным желтым туманом. Моряки с других кораблей позже рассказывали о призрачных голосах, доносившихся из этого тумана. Малоизвестная деталь. Один из спасателей Марии Целесты утверждал, что на палубе нашел следы какой-то липкой субстанции, но никто не стал это исследовать. Что произошло с экипажем? Пираты, бунт или нечто сверхъестественное? Загадка остается открытой. 25 июля 2001 года в индийском штате Керала начался странный феномен. На землю падал красный дождь. Местные жители сначала подумали, что это кровь, но ученые позже выяснили, что в воде были микроскопические частицы, похожие на споры неизвестного организма. Дождь шел несколько дней, окрашивая одежду и землю в красный цвет. Одновременно с этим, в первый день явления, жители слышали мощный звуковой удар, после которого задрожали стекла в домах. Некоторые связали это с пролетом метеорита, но никаких обломков не нашли. Малоизвестный факт. В 2012 году индийские ученые предположили, что красные частицы могли быть внеземного происхождения, возможно, занесены кометой. Но откуда взялся звуковой удар? Это до сих пор загадка. Беннингтонский треугольник в штате Вермонт, США. Это район, где с 1945 по 1950 годы пропало 5 человек при странных обстоятельствах. Самый известный случай произошел 1 декабря 1949 года. 68-летний Джеймс Тедфорд исчез прямо из автобуса. Его видели на предпоследней остановке, но на конечной его уже не было, хотя вещи остались на месте. В тот же день местные жители сообщали о странных огнях в небе над лесом и низком гуле, который длился несколько минут. Малоизвестная деталь. Один из пропавших ранее, 8-летняя Пола Уэлден, исчезла в 1946 году в том же районе, и поисковики нашли странный след, будто что-то тяжелое волокли по земле, но он внезапно обрывался. Что связывает эти события? Мистика или природная аномалия? 26 августа 1994 года в небольшом городке Оук-Гроув, штат Вашингтон, пошел странный дождь. Вместо воды с неба падали желеобразные шарики. Жители собрали образцы, и вскоре многие из них заболели. Головные боли, тошнота, слабость. Анализ показал, что в желе были бактерии, обычно живущие в человеческом организме. Одновременно в тот день над городом пролетел военный самолет, что породило теории о биологическом эксперименте. Малоизвестная деталь. Местная жительница позже утверждала, что видела, как за день до дождя над полем кружили черные вертолеты. Случайность или заговор? Ответа нет.
1 сентября 1859 года астроном Ричард Кэррингтон наблюдал мощную солнечную вспышку. Через 18 часов на Землю обрушилась геомагнитная буря, вызвавшая полярные сияния даже в тропиках. Это событие назвали событием Кэррингтона. В то же время телеграфные системы по всему миру вышли из строя. Аппараты били током операторов, а некоторые продолжали работать даже без питания. Малоизвестный факт. В дневниках того времени есть записи о странных фигурах в небе, которые видели фермеры в Канаде. Была ли это просто буря или нечто большее? Это остается загадкой. 24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэн Купер, угнал самолет в США, потребовал $200 тысяч и парашюты, а затем выпрыгнул в ночь, исчезнув навсегда. Это одно из самых дерзких преступлений в истории. Одновременно с этим радиолюбители в штате Орегон поймали короткий сигнал, серию щелчков, которые не удалось расшифровать. Малоизвестная деталь. В 1980 году мальчик нашел на берегу реки пачку денег с серийными номерами из выкупа Купера. Куда делся угонщик, никто не знает. Вот такие невероятные истории мы сегодня разобрали. Что это случайности, природные аномалии или следы чего-то необъяснимого? Каждая из этих загадок заставляет нас задуматься, как мало мы знаем о мире. Если вам понравилось видео, пишите в комментариях, какое событие вас впечатлило больше всего, и предлагайте темы для следующих выпусков. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь с друзьями. И до встречи в следующем видео. Пока!